Сегодня у нас в меню еще одна разновидность кимчи из дайкон редьки. Наконец-то я смогла ее купить, всего лишь, правда, около 1 килограмма, ну и по этому поводу мы готовим это кимчи, которые называют, как правило, либо как туги, либо сокбакджи. Мы должны в первую очередь, конечно же, помыть и почистить редьку. И вообще, в принципе, у этого вида кимчи существует три основных вида его нарезки. Как вы нарежете, не принципиально. Можно нарезать кубиками, можно нарезать четвертью круга, а можно нарезать по форме половины круга, то есть дольками, то, что мы с вами сегодня и будем делать. Толщина у кусков обычно варьируется от 1 см до 3 см, вне зависимости от той формы, которую вы выбрали для своей нарезки. Мы нарезаем с вами в форме долек и толщиной в 1,5 см. Обычно такой вот кимчи чаще всего подают в ресторанах, где подают суп солонтан, который мы с вами тоже через неделю, наверное, приготовим. Далее, что мы делаем? После того, как нарезали редьку, мы кладем ее в глубокую емкость, удобную для перемешивания. И добавляем сахар, 1 столовую ложку. В данном случае, если редька горькая, вообще дайкон редька, особенно зимний сорт, он сладкий в Корее. Но если редька достаточно горькая, то добавьте еще 1 столовую ложку сахара. Когда добавили сахар, перемешали и затем добавляем с вами соль. 1 столовую ложку с половиной. Но если соль очень сильно соленая, соль будет разная, лучше используйте морскую соль. Тогда можно и 2 столовые ложки положить. И хорошо перемешиваем. Затем даем редьке настояться 30 минут. В данном случае время лучше не сокращать. Мы успеем приготовить мучную пасту. Нам потребуется вода в объеме 200 мл. Мы заливаем ее в какую-нибудь кастрюльку и добавляем клейкую рисовую муку или пшеничную муку 3 столовые ложки. Клейкая рисовая мука, но можете использовать муку для мочи, которую чаще всего легче найти. Вообще, в принципе, не имеет разницы. Растворяйте муку в воде, разбивая все комочки. И затем мы готовим это на слабом огне все время помешивания. Мы варим это до густоты, похожей на кашу или на кисель, но до кипения доводить эту массу не нужно. Многие в комментариях шутят и называют это клейстером, да? Но в принципе клеить этим тоже можно, кстати. Обратите внимание на консистенцию. После того, как мы приготовили, нужно полностью остудить эту массу. Где-то через 15 минут вы увидите, что где лежала редька, образовалась жидкость. Через 15 минут мы еще раз перемешиваем редьку и даем ей стоять дальше еще 15 минут. И за это время успеем подготовить зеленый лук. В общей сложности нам нужно где-то 8-10 перьев зеленого лука. Мы их нарезаем кусками в 3-4 см длиной. И теперь мы можем уже по истечении 30 минут продолжить процедуру с редисом. Мы его перекладываем на друшлаг, чтобы с него стекла вода. Если есть где-то минут 20, то дайте ему вот так вот постоять, чтобы с него стекла вода. Если нет, то в принципе просто стряхните воду и сразу можно приступать. Мы опять кладем редьку в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. И первое, что мы делаем, это добавляем красный молотый перец чили. Вообще острота у перца в каждой стране, у каждого производителя разная. Красный молотый перец чили 1 столовая ложка в моем случае, потому что он очень острый. Если у вас корейский перец чили специально для кимчи кучкару, то 2 столовые ложки можете положить. И все хорошо перемешиваем, пока вся редька не покроется красным цветом. Это мы делаем для цвета, чтобы цвет закрепился на редьке. Затем добавляем сахар 1 столовую ложку. Если редька была горькая, в этот момент добавьте еще 1 столовую ложку. Далее рыбный соус. Многие спрашивают, можно ли заменить на соевый соус. Нет, нельзя. Можно заменить солеными ферментированными креветками, которые, как правило, найти еще сложнее, чем рыбный соус. Рыбный соус мы добавляем 4 столовые ложки. И за это время мучная паста уже остыла и немного застыла, поэтому сначала немного ее помешайте и добавляем мучную пасту 4 столовые ложки.
Затем молотый чеснок 10 долек мы перемалываем в блендере, измельчаем ножом или пользуемся чеснокодавилкой, неважно, и молотый имбирь пол-столовой ложки. Все это мы закладываем туда же в редьку. Хорошо все перемешиваем. Обязательно оденьте перчатку, потому что руки может жечь от перца, и они могут даже окраситься цветом. Все хорошо перемешав, мы закладываем уже нарезанный, прежде подготовленный зеленый лук. И еще раз все хорошо вместе перемешиваем. И теперь мы еще раз добавляем красный молотый перец чили. В моем случае перец очень острый, 1 столовую ложку с половиной. Если корейский перец специально для кимчи гучкару, то тогда добавьте 2 столовые ложки. Добавив перец, еще раз все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешав, мы можем закладывать кимчи в контейнер. В данном случае у меня 2-литровый контейнер. Да, в комментариях спрашивают, а какой объем был контейнера. В данном случае 2-литровый. Закладываем кимчи в контейнер для хранения. Закладывая редьку, немного ее прижимайте к дну, чтобы она плотно лежала друг к другу и давила сама на себя. 1 день мы держим кимчи вне холодильника, например, на кухне где-то, но где не очень жарко. Затем ставим его в холодильник и храним далее в холодильнике. Есть можно, как правило, уже через 7-10 дней. И срок хранения в обычном холодильнике, не кимчи-холодильнике, около 2 месяцев. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита!